Здравствуйте, дорогие зрители! Добро пожаловать на мой канал! Сегодня расскажу, чем можно заменить творожный сливочный сыр в домашних условиях. Такой заменитель готовится совсем просто и нужно всего несколько минут вашего непосредственного участия. Этот рецепт стар как мир и, скорее всего, многим знаком. Из такого заменителя творожного сыра получаются замечательные десерты, чизкейки. Его можно использовать везде, где используется магазинный творожный сливочный сыр. Если добавить к этому творожному сыру жирные сливки, сахарную пудру и взбить миксером, то получится крем-чиз для тортов и капкейков. Если же добавить соль, паприку и измельченную зелень, то получится прекрасная сливочная масса для утренних бутербродов и тостов. Главное не бояться импровизировать. Для приготовления нам понадобится кефир, чем жирнее, тем лучше. Первым делом кефир нужно заморозить в какой-либо емкости, которая подойдет под размер вашего сита, где вы будете отцеживать. Если будете использовать этот сыр не для десертов, а для тостов и бутербродов, тогда лучше сразу подсолить кефир по вкусу перед замораживанием, а потом заморозить. Так получается вкуснее, чем солить уже готовый продукт. Когда кефир полностью заморозился, берем глубокую емкость. У меня это дежа от миксера. Устанавливаем на нее сито или дуршлаг и застилаем марлей, сложенной не менее чем в 4 слоя. Вместо марли можно использовать плотное льняное или хлопчатобумажное полотенце. Выкладываем на нее замороженный кефир. Если вам его трудно достать, подержите емкость дном вверх под горячей водой, и он сам окажется у вас в руках. Если вы купите кефир в небольших пол-литровых пакетах, удобно замораживать прямо в них. Пока кефир оттаивает, в холодильник убирать не нужно. Пусть размораживается при комнатной температуре. А когда уже немного смягчился, нужно установить груз, у меня это литровая кастрюлька с водой, и убрать в холодильник для стекания всей сыворотки. На весь процесс может уйти до 2 дней. Когда вся сыворотка стечет, достаем нашу конструкцию из холодильника. На выходе у меня получилось 230 граммов готового продукта из 1 литра кефира. А из отделившейся сыворотки можно приготовить вкусную выпечку. Чем кислее кефир, тем кислее готовый продукт. Лучше всего использовать свежий кефир, чем жирнее, тем лучше. Чем выше жирность кефира, тем вкуснее сыр и больше выход продукта. 1% кефир для этого рецепта не подойдет. Из кислого молока можно тоже приготовить, но вкус готового продукта получится кислым. Для приготовления также можно использовать ряженку, но из ряженки будет сыр со вкусом топленого молока, что в принципе тоже интересно. Делитесь в комментариях своими мыслями об этом рецепте, обязательно подписывайтесь на мой канал, нажимайте на колокольчик, чтобы не пропускать новые видео. Ну а у меня на сегодня все, всем спасибо за просмотр, увидимся в следующих видео.